Еще раз сейф нажимаю, снова все сохранено. Измеряем не только напряжение, но еще и частоту сигнала. Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и мы сегодня познакомим вас вот с таким настольным мультиметром от компании Avon. Называется модель XDM1041, это новинка 2022 года. Как видите, компактный мультиметр, достаточно дешевый, но для Avon. У нас вот, допустим, используется в качестве эталона XDM 1051. Он, естественно, выше классом, но этот приборчик зато более доступен, ну и точности его будет вполне для большинства задач, естественно, хватать. Но вот сегодня посмотрим, как он устроен, какие у него режимы измерения есть. Сразу скажу, терять много времени мы не будем, то есть я думаю, что современные процессоры измерительные, тем более от таких серьезных компаний, как Avon, уже проблем никаких не доставляют в плане измерения обычных параметров, да, например, там напряжение, тока, сопротивление и так далее. Поэтому сегодня кратко остановимся на измерении, а по этому прибору в основном посмотрим, как устроен корпус, какие функции есть. Потому что нам это интересно, перепроверять каждый параметр, сидеть по полчаса, сравнивать эти параметры с погрешностями, ну как бы не особо интересно, да и для канала я думаю, что это тоже зрителям слишком получаются большие ролики, поэтому вот сегодня более кратко снимем, в общем. Ну все, начинаем тогда с комплектации, потом перейдем к измерениям. Комплектацию смотрим. Идет сам прибор, поставляется вот в такой картонной коробке он. Далее идет стандартный сетевой шнур для питания от сети 220 вольт, то есть у него только единственное питание именно от сети. Идет два крокодила, которые можно одеть на измерительные щупы. Идет USB разъем для подключения прибора к компьютеру. Идут вот такие измерительные щупы. Я сейчас их открою, посмотрим потом более подробно их. Так, идет запасной предохранитель и набор, соответственно, документации. Так, давайте я, наверное, тогда сразу вам покажу режимы измерения и погрешность. Как видите, точность здесь достаточно высокая. True RMS, заметьте, до 1 кГц измерения. Вот мы сейчас с True RMS как раз и посмотрим переменное напряжение. Остальное измерять не будем, кратко коснемся. Так, вот дисплей, обратите внимание, 55 тысяч отсчетов. У него есть режим сохранения значений прямо во внутреннюю память. Это отличительная особенность данного мультиметра. И цикл записи выбирается от 15 миллисекунд до 10 тысяч секунд, грубо говоря. 1000 точек он может сохранять во внутреннюю память. Так, напряжение на проверке диодов 3 вольта. Сейчас мы это тоже проверим. Кстати, частота до 60 МГц заявлена. Тоже интересно, соответствует ли действительности. Ну и вот краткие характеристики. 3,7 дюйма у него цветной дисплей с разрешением 480 на 320 точек. Так, ну все, по комплектации тогда закончим. Сейчас к конструкции перейдем. Так, по конструкции. На передней панели размещены органы управления. Щупы также вынесены на переднюю панель. Экран, как я уже сказал, цветной. Есть функциональные кнопки, которые определяют, в зависимости от выбранного режима, назначение их меняется. Далее, сзади у нас вход для подключения питания. Охлаждение пассивное у данного тестера. Также сзади расположен выход USB для подключения к компьютеру.
Все, с боков у нас никаких разъемов дополнительных нет. Так, давайте я открою тогда аккуратненько сейчас щупы измерительные. Посмотрим, что за щупы идут в комплекте. Так, держатели щупов вот такие жесткие. Третья категория безопасности. Так, до 1000 вольт, до 10 ампер на токе рассчитаны они. Съемные вот такие колпачки и прямые бананы. В принципе, по конструкции, я думаю, все. Сейчас к управлению перейдем. Смотрим управление. Я специально прибор не включил, чтобы вы видели скорость загрузки. Нажимаю. Смотрим. Но, в принципе, достаточно быстро он грузится. Управление похоже на XDM 3051. Кстати, на наш. Так, ну-ка, интересно мне посмотреть, какие режимы: максимальный, минимальный, да, то есть у него статистики, я так понимаю, нет, да, это, конечно, плохо, мы пользуемся достаточно часто статистикой. Так, ну, режимы измерения вынесены на отдельные кнопки. Вот, допустим, я выбираю режим напряжения. На этих функциональных кнопках возникают тогда дополнительные функции, какие управляют данным режимом. Можно, кстати, да, остановить измерения, чтобы они не проводились, пока не подключены у нас щупы измерительные. Ну, соответственно, смотрите, режимы, да, напряжение, ток, прозвонка, сопротивление диоды, конденсаторы, частота и температуру он еще у нас измеряет. Соответственно, есть отдельно кнопка для записи измерений, есть режим двойных измерений. Это вот, например, на том же напряжении, да, переменном, мы можем дополнительно измерять еще и частоту. Вот оно, это значение у нас появилось. Допустим, нажимаем. И, соответственно, мы измеряем не только напряжение, но еще и частоту сигнала, что удобно. Так же, как на XDM 3051 сделано. Справа у нас выбор пределов измерений, если нужно переключаться вручную. По щупам для больших токов левая клемма, далее идет для малых токов и микротоков земляной контакт или корпусной контакт, ну, в общем, общий, да. И для всех остальных режимов измерения у нас сделана правая клемма. Ну, то есть с управлением, я думаю, вопросов вообще нет. То есть все отлично, удобно, мне нравится. Дисплей, кстати, очень контрастный. Даже вживую он выглядит гораздо контрастнее, чем на видео. Так, давайте сначала проверим тогда прозвонку соединений. Естественно, щупы использую родные, идущие в комплекте. По умолчанию, смотрите, кстати, давайте-ка попробуем еще вот такую вещь. Прозвонку я сейчас поставил, да, как вы видите, написано. Переключимся на напряжение, возвращаемся. Памяти, к сожалению, выбранного режима нет. Видите, меня перекинуло в режим измерения сопротивления. Соответственно, надо обратно переключиться каждый раз в прозвонку. Отвлекли. В общем, смотрите, по умолчанию сопротивление стоит 50 Ом, да, для прозвонки. Смотрим, как это все работает.
работает, конечно, на 3 балла. Но тут, смотрите, можно поиграться вот этим значением. Соответственно, если я, допустим, поставлю 1000 Ом, да, но все равно вот есть задержки получше, да, в этом случае оно работает, но все равно, к сожалению, только на 3. То есть нужно выжидать, пока контакт все-таки сработает. Так, обратите внимание, кстати, как еще меняется значение, да, вот сейчас у меня стоит 1000 Ом, да, выбрано. Как уменьшить, да, если я просто range нажимаю, то я меняю только верхний регистр. Кнопкой самой range мы можем перейти в следующий разряд. И вот здесь я, например, сейчас ставлю 50 стрелками и нажимаю threshold. Снова 50 Ом у меня. Ну, в общем, прозвонки я могу поставить только 3 балла, к сожалению. Так, ну что, давайте проверим тогда переменное напряжение. Генератор справа, эталон сверху. И наш испытуемый XDM1041 слева. Смотрим. 1 вольт я сейчас буду подавать. Частота 50 Гц. Включаю. Смотрим. Но вот обратите внимание, кстати, достаточно медленно, да, он работает. Давайте я вот сейчас 2 вольта подам. Подаю. Да. Приборчик-то неспешный. Обратно возвращаюсь. Раз. То есть ему пару секунд надо для того, чтобы вернуть значение. Ну-ка в двойку опять. Раз. Да, XDM 1031 работает пободрее. Так, вернулись на 1 вольт. Как видите, проблем нет. То есть 3 значения после запятой совпадают. Ну и эталон, соответственно, тоже тут 4 разряда даже совпадают. Так, давайте мы будем смотреть тогда на вот 1 вольт ВРМС. Сейчас будем менять тогда частоту 50 Гц. Ну, вы видите, в принципе, да. Давайте я тогда увеличиваю частоты 100 Гц. Так, уйдем в этот разряд. Смотрим, до 1 кГц у нас должны значения не падать. Посмотрим сейчас. 800 Гц. Все отлично. 900, 1 кГц. Обратите внимание, все здорово. То есть уже до предела вроде как дошли. 2 кГц. Но вот даже на 2 кГц еще, в принципе, значение нормальное у него. То есть на 12 десятитысячных, да, он только ниже показывает. 3 кГц. Даже вот еще вполне приемлемо на 3 кГц он работает. 4 кГц. Но здесь вот уже по сравнению с эталоном он начал, конечно, меньше показывать. Ну, то есть до 3 кГц я записываю 3 РМС вполне нормально. Так, теперь давайте, знаете, что будем делать. Возвращаемся тогда в 50 Гц. И 1 вольт. Мы сейчас будем измерять тогда частоту. Давайте я тогда... Так, до 60 МГц, да, у нас прибор до 10. Ну, давайте поставим 1 МГц, посмотрим, он вообще измерит на 1 вольте хотя бы
такое значение. Сразу, смотрите, показывает он скважность одновременно и частоту, да, 1 МГц он, по крайней мере, показывает. Медленно, единственное, конечно, значения меняются. Вот это не очень мне нравится, что он относительно медленен. Так, но есть 2 МГц. Показания без проблем. Так, давайте я здесь тоже включу. Да, 2 МГц и эталон тоже показывает. Так, давайте сразу на 5 тогда уйдем. Посмотрим. У эталона, кстати, заявленное значение меньше измерения частоты. Он уже не справляется. А маленький, более современный приборчик, смотрите, пока измеряет до 3 знаков. Так, смотрим. 8 МГц. Да, и 8. Ну вот до 10 МГц мы как минимум дойдем. Да, 10 МГц он измеряет. Но я дальше не полезу, другой генератор включать не буду. То есть в большинстве случаев, естественно, просто для мультиметра 10 МГц за глаза, поэтому дальше подавать сигнал более высокой частоты не будем. Все, переходим к другим измерениям. Так, чтобы не таскать приборчик с сетью по разным местам студии, давайте здесь тогда измерим сопротивление. Так, вот этот у нас 3 Ома сопротивление имеет резистор. Смотрите, кстати, на дисплее выбирается режим измерения. В данном случае низкая скорость стоит, ну, в смысле скорость измерения. Смотрим 3 Ома, как он будет измерять. Очень медленно, да, обратите внимание. Вот он только фактически вышел на рабочий режим. Так, давайте скорость поменяем. Ставим высокую, смотрим еще раз. Да, здесь гораздо бодрее он измеряет. То есть, почему по умолчанию стоит низкая скорость, я бы лучше поставил высокую. Ну, то есть, используйте режим высокой скорости, если вам надо получать побыстрее показания. Так, вот такой резистор 4,7К. Смотрим. Да, в этом режиме он получше работает, в режиме высокой скорости. 100К. 100 килоом. Отлично. Показания, правда, у него, видите, нестабильны. То есть я держу контакты, но он меняет постоянно. Так, ну и большое сопротивление 4,7 мегаома. Я не понял. Показывает перегруз, хотя сопротивление-то особо и небольшое. Да, вот он только на рабочий режим, то есть прямо как-то очень плохо он его померил. Ну-ка, давайте я переключу скорость на медленную, посмотрим. Вообще какую-то ерунду показал, 35 мегаом, откуда он их выловил. Да, что-то с большими сопротивлениями у него какие-то случаются проблемы. Вот, 4,7, то есть очень медленно, даже на высокой скорости он очень медленно и нестабильно работает. То есть я запишу все-таки в недостатке большое сопротивление измерения. Так, давайте попроверяем еще конденсаторы. До 50 миллифарад у мультиметра заявлено измерение максимальной емкости. 22 миллифарада у нас вот этот вот экземпляр.
Смотрим. Так, по умолчанию, кстати, тоже... тут вообще, кстати, не выбирается скорость измерения. Только выбирается предел. Ну, мы его трогать не будем. Давайте смотрим тогда. Я специально ничего ускорять не буду. Смотрим, насколько быстро он сможет эту емкость замерить. Начинаем. Так, перегрузку. Вот, обратите внимание, 5 микрофарад сначала поставил, теперь 50 дошло до него, теперь 500. Предел поменял он. 5 миллифарад. Ага. Переключился в миллифарады. Наконец-то. Наконец-то. 20 миллифарад он показывает. Окей. Более-менее. Так, и вот у нас еще есть интересный вариант. 47 миллифарад. Смотрим, как он с ним справится. Так. Раз, два, три. Поехали. Но уже, видимо, предел был поменен, поэтому относительно быстро, да, 48 миллифарад он измерил. Ну все, с этим режимом у меня претензий к нему нет. Ну, медленно, конечно, но измеряет. Так, давайте проверим светодиоды тогда. Так, третий режим. Диоды. Так, смотрим тогда, как он у нас 3 вольта заявлено, то есть все он должен, по идее, зажечь у нас. Красный зажигает, падение напряжения показывает. Далее синий, да, и беленький тоже без проблем. Так, теперь смотрим, какое напряжение он у нас подает на измерительные клеммы в этом режиме. Сейчас проверим. Давайте наоборот даже подключу. Так, контакт плохой, да? Вот так вот видно. 3,257 вольта. То есть здесь производитель не обманывает, даже чуть выше заявленного. Так, еще уникальную его, ну не уникальную, а особенность просто, скажем так, рассмотрим. Это запись показаний, да, то есть вот нажимая кнопку Record, мы можем начать записывать показания. Так, выбирается, смотрите, режим либо ручной, либо автоматический. Давайте я вот в автоматический режим перейду. Заметьте, выбирается интервал, выбирается количество точек и есть отдельно кнопка старт. Ну, давайте я в автомате так и буду, да, писать. Например, нажимаю старт, появляется значок записи. Смотрим. Что я не вижу, правда, заполнение таблички. Так, а интервал-то этот наверняка... Стоп. Ха. Нет, это все-таки в секундах, но странно, что он не показывает значение, которое текущий момент измеряет. То есть просто все стояло, а оказывается он писал, да, в этот момент. Видите, табличка уже заполнена. Вот это, конечно, мне не нравится. Так, каким образом все нам это стереть? Так, возвращаемся в авто.
Так, здесь количество точек выбирается. Так, стоп. Да, вот когда мы запускаем заново, да, в режим сохранения, он все предыдущие значения затирает автоматически, получается. То есть, видите, 1, 2, 3, опять 3 секунды прошло, он 3 раза записал. Ну, вот это тоже не особо хорошо, то есть, а если мне эти данные нужно было куда-то сохранить. Так, давайте я сейчас тогда поменяю амплитуду на 2. Ну-ка еще раз старт нажму. Да, видите, опять я нажал на старт снова. Он у меня опять все данные затер. Почему он, хотя 100 точек, мог бы он тогда заполнять буфером это все. Ну, то есть все 100 точек заполнять. Да, вот это мне, конечно, как реализовано тоже не нравится. Вот, то есть, видите, идет запись, где заполненные значения. Тишина. То есть вот он 10 ячеек успел записать. Но, в общем, идея хорошая, как обычно. Но реализация опять какая-то странная. Так, давайте теперь еще ручной режим посмотрим, каким образом работает. Здесь, смотрите, есть кнопка Clear, и это отлично, то есть можно стереть значение, и кнопка Save, запись. То есть вот сейчас 2 вольта подается, нажимаю Save, сохранилось. Но вот в этом режиме еще работать можно, то есть в ручном режиме все как надо работает, то есть сразу строчечка появилась. Допустим, я сейчас поставлю 3 вольта VRMS, еще раз Save нажимаю, снова все сохранено. Здесь работает адекватно. Стираю, все стерлось, пишу. Все сохраняется. Но то есть в автоматическом режиме, я не знаю, мне не особо понравилось, как она работает, но в ручном режиме, по крайней мере, использовать его можно без проблем. Так, ну что, давайте подведем итоги тогда по мультиметру XDM 1041 от Avon. Прибор неплох, но недостатков мы нашли даже вот таким экспресс-методом проверки, да, достаточно много. Например, или давайте я кратенько пробегусь, да, по ним. Прозвонка соединений. Вы видели, как она работает, то есть очень нестабильно, то есть не больше 3 баллов мы можем поставить, к сожалению. Но опять же, вы скажете, надо протирать контакты, то все, но мы заниматься этим не будем. То есть прибор новый, щупы штатные с завода, поэтому уж позаботьтесь, пожалуйста, производители о том, чтобы все работало нормально. У других более высокого класса приборов таких проблем не бывает, поэтому мы даже тут не будем ничего хватать, протирать, напаивать что-то там, зачищать, зашкурять. Мы заниматься этим не будем. Как это работает из коробки, так пусть это на совести производителя остается тогда. Далее, медленная скорость измерения нам тоже не понравилась. Вы сами видели, да, я меняю, например, с 1 до 2 вольт амплитуду, и примерно 2 секунды надо, чтобы установились соединения. Мало того, он еще и какие-то значения промежуточные показывает. Ну, то есть в какой момент времени будет уже показывать он правду, да, то есть сколько нужно ждать, и вот это несколько смущает, то есть сколько мне подождать, 3 секунды, 5 секунд, 10 секунд, чтобы он уже установил окончательное значение. Также и с емкостью у многих приборов бывает, но здесь, и видите, и напряжение тоже так же медленно работает, поэтому постоянно в режиме тормоза придется измерять, то есть я подключился и выжидаю там 5 секунд, например, чтобы быть уже уверенным, что сейчас значение правильное. Вот со скоростью, конечно, это
неудобства. Далее нет памяти режимов, то есть хотите вы постоянно прозвонку соединений делать, переключаетесь вот в ту кнопку, где 3 режима висит на одной кнопке, и каждый раз вам нужно будет заново выбирать прозвонку, то есть бегать по сопротивлению, по диодам и выбирать прозвонку. Это неудобно. Прибор достаточно дорого стоит, могли бы уж память режима и поставить. Далее, медленное измерение больших сопротивлений. Как вы видели, тоже, да, 4,7 мегаома, казалось бы, не такое большое сопротивление, но он его, во-первых, нестабильно как-то измеряет, во-вторых, достаточно медленно. Но и еще один недостаток — запись. Он затирает при автоматическом режиме сохранения значений. То есть, если вы нажали паузу, что-то вам нужно было сделать, нажмете снова старт, все значения старые затрутся. Хотя 100 точек, да, там выбиралось, и вообще в документации даже 1000 точек. Зачем тогда это нужно, если каждый раз при нажатии кнопки они все будут автоматически стерты? В ручном режиме таких проблем нет. То есть вы сколько раз кнопку Save нажали, столько у вас значений сохранится. То есть тут только вот, да, предел в 1000 значений будет. В автомате как-то это все работает очень непродуманно. И как бы с первого раза видно, что есть с этим проблемы. Из плюсов: компактность, отличный экран, высокая точность и удобное управление. Мне понравилось, что отдельно кнопками все выбрано, как бы, ну, в смысле, что отдельные кнопочки выбираются именно на сопротивление, не на сопротивление, на вольтаж, на ток. Все вынесено отдельными кнопками, вполне нормально это все работает. Ну и все, пожалуй. С прибором работать приятно, но вот эти недостатки несколько, конечно, огорчают его использование. Все, на этом тогда закончим. Ну да, проблем как бы с Trio RMS никаких не было в режиме измерения напряжения. По частотам тоже до 10 МГц мы проверили, тоже никаких проблем нет. Отлично. До 50 миллифарад мы измерили емкость, тоже проблем никаких нет. 3 вольта, даже чуть выше в режиме измерения диодов, тоже все замечательно. Ну, то есть прибор в принципе-то хорош, но вот эти вот недостатки, конечно, да, смущают меня немного. Все, у кого вопросы есть по нему, задавайте в комментариях. Кому видео полезно было, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на канал. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго, до свидания.